Добрый день, меня зовут Мансур Каскабасов, и сегодня мы будем говорить о новой Конституции и предстоящем референдуме 15 марта. Сегодня с нами политолог и член комиссии по конституционной реформе при администрации президента Газиз Серикович Абишев. Газиз Серикович, спасибо большое, что нашли время для этого разговора. Давайте сразу перейдем к обсуждению. Если смотреть глазами человека, который не на госслужбе, не занимается юриспруденцией, политологией, то зачем и почему ему стоит вообще обращать внимание на новую Конституцию? Ну, нужно понимать, что Конституция — это базовый документ, это свод основных правил, таких законов физики, которые невозможно преодолеть в реальной жизни. И поэтому то, что описывается в Конституции, оно напрямую воздействует на нашу жизнь. Вот, к примеру, когда вы видите какие-то политические ритуалы, как себя ведет полиция, как себя ведет прокуратура, что делают суды, какие решения принимает президент или парламент, то все эти решения на самом деле, кажется, что произвольно, что хотят, то и делают. Но на самом деле они находятся в твердом лабиринте конституционных ограничений. И поэтому здесь Конституция на самом деле очень важна. Почему Конституция важна? На этом можно лучше понять, если понять, что в разных странах разные конституции. И в каких-то странах, допустим, в Китае, где смертная казнь разрешена, за какие-то преступления, к примеру, за воровство или коррупцию, могут и расстрелять, а у нас этого сделать не могут. Или, допустим, в каких-то конституциях прописан только один язык, и говорить можно только на нем. Или в каких-то конституциях прописана государственная религия, и очень сложно всем другим религиям. И вот эти положения влияют на ежедневную жизнь, соответственно, наша Конституция таким же образом влияет на нашу жизнь. В истории независимого Казахстана уже было несколько раундов конституционных изменений, включая референдум в 2022 году. Как вы для себя формулируете качественное отличие реформы в 2026 году от прежних изменений? И что в ней действительно новое? Где вы видите прямую, скажем, преемственность от старой модели, несмотря на новый текст? Ну, я бы хотел разделить новеллы новой Конституции на две части. Первая из них — это базовые ценностные положения. А в какой-то момент, может быть, мыслители позднего Средневековья, там, в 18-19 веке, в эпоху американской революции, в эпоху французской революции, они провозглашали идеи абсолютной свободы, абсолютной, ничем не ограниченной свободы, что только такая абсолютная свобода способна подарить обществу счастье. Но и, может быть, в 20 веке левые либералы в Соединенных Штатах Америки, особенно в последние десятилетия, активно продвигали эту идею. Но все же в результате вот этого конвергенции все стороны пришли к тому, что как бы маятник качнулся в обратную сторону, что свобода одного должна ограничиваться свободой другого, и должен быть баланс между личными свободами и общественными интересами. Правильно? И, соответственно, ультра-подход к свободам, ультралиберальный подход, он немножко отторгается, и поэтому вводятся дополнительные ограничения. Вот, допустим, острую стадию вакизма уже прошли Соединенные Штаты и ряд других стран. Правильно? И поэтому они понимают, что, ну, к примеру, не может быть такой универсальной свободы, как если транс-человек считает себя женщиной, имея все мужские гормоны, органы, он только потому, что он так сказал, он пошел и выступает на олимпийских видах спорта и дубасит женщин. Точно так же, если, к примеру, женщина сказала, то ей нужно сразу верить относительно харассмента мужчин. Ну, вот такой ультралиберальной штучки. И они сейчас балансируются, правильно? Также в Конституции, нашей новой Конституции на ценностном уровне происходит перебалансировка. Да, свобода слова неприкосновенна, но она может быть, но только в тех случаях, где она не ущемляет общественную нравственность и честь и достоинство других лиц. Раньше этого не было, говорилось, что просто свобода слова. Но чистая, доведенная до абсолюта свобода слова приводит к тому, что ты можешь оскорблять и говорить, это моя свобода слова. И если этот принцип не закреплен в Конституции, в конце концов ничего с этим делать не могут.
А сейчас балансируют, пытаются балансировать, конечно, может быть, это еще предстоит, в результате какой-то правоприменительной практики придется это опять перестроить, но, тем не менее, сейчас говорится, что злобный харассмент не оправдывается правом на свободу слова. Дальше свобода совести, но тем не менее все-таки внедрены очень жесткие нормы секуляризма, чтобы радикальные религиозные группы, воспользовавшись формальным правом абсолютной свободы совести, не привели государство к коллапсу в теократию. Понятно, да? Ну и так далее. Вот такие. Это первая часть отличия. И вторая часть – это институциональная перестройка, но она здесь является менее важной, потому что все-таки действующий президент заявил принцип «сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство», и, как мы видим, сильным тут является именно президент. Но президент был в действующей Конституции, является сильным, и он будет сильным в будущей Конституции, просто меняется определенный дизайн, да, то есть меняются определенные причинно-следственные связи, какие-то векторы, но в сумме ядро политической власти находится внутри администрации президента, и здесь не сильно что меняется. Интересно. Хотел бы отдельно задать вопрос о времени и тайминге. Насколько, на ваш взгляд, оправданно и своевременно вносить такой объем изменений именно сейчас? И какие факторы, по-вашему, больше всего повлияли на выбор именно этого времени и момента? Ну, видите, тут бремя доказательств лежит на критикующей стороне. Потому что критикующая сторона должна доказать, что сейчас неудобный момент, а в другое время будет более оптимальный момент, а что сейчас есть какие-то принципиальные препятствия. Я не вижу этих принципиальных препятствий. Эти поправки можно было внести год назад, их можно будет внести через год. Можно внести сейчас, и все эти три момента относительно остроты противодействующих аргументов потенциальных, они между собой равноправны. Поэтому тут тяжело сказать, почему именно сейчас. Ну, видимо, что президент решил инициировать эту реформу ровно в середине своей каденции, когда он уже половину своего 7-летнего срока отработал, и остается еще половина, и он вступил во вторую половину своего 7-летнего срока заключающего. И здесь он решил, наконец, оставить память о себе через внедрение новой Конституции. Если отойти от общей рамки и посмотреть на текст чуть-чуть ближе, какие конкретные статьи проекта, на ваш взгляд, реально, скажем, усиливают защиту человека? Скажем, вы до этого уже упомянули несколько, скажем, о его неприкосновенности, вы говорили про свободу слова, но есть ли наоборот, скажем, такие нормы, которые вводят новые, скажем, ограничения? И можете привести пару примеров именно отличия нынешней и Конституции, которая проводится через и новой Конституции? Нет, смотрите, я сразу хочу сказать, что в некотором смысле тут нету, вводятся новые ограничения в Конституции, но это ограничения по линии личный интерес, общественный интерес и ограничения по линии обеспечения общего общественного баланса. Тут такого одновременного ущемления кого-то за счет кого-то тут нету. То есть я имею в виду, к примеру, так называемая статья об иноагентстве, что все средства, которые поступают от зарубежных фондов или зарубежных правительств, они в обязательном порядке должны быть публичны. Эта норма предполагает, что получатели иностранных грантов должны будут отчитываться перед государством, и государство будет обязано публиковать данные о том, кто сколько получил. Это в некотором смысле, как считают получатели зарубежного финансирования, ограничивает их права. Но это делает более прозрачным иностранные потоки и как бы разоблачает потенциально зловредное иностранное влияние. Ну, это первое. По религии я опять же сказал, что она должна быть, там школы и образование должны быть абсолютно секуляризированы. И дальше это вопрос интерпретации, потому что в конце концов это дойдет до того, что очевидно, что никакой религиозной пропаганды и религиозного образования не должно быть в государственных школах, только в медресе, там, в специализированных образованиях. Но есть мелкие прикладные вещи, не имеющие непосредственно отношения к религиозной пропаганде, такие как ношение платков девушками, которые хотят носить платки в школах в отдельных регионах нашей страны.
из Конституции четко не ясно, это запрещено или нет. Поэтому Конституционный суд будет давать толкование этой статье и объяснять, под секуляризацию школы подпадает необходимость запрета платков в школах или не подпадает. Вот примеры того, как могут субъективно ограничиваться права одних категорий, исходя из соображений высшего блага. Мы видим также, что внешние игроки также следят и наблюдают за тем, что происходит сейчас с нашей конституционной реформой в Казахстане. Например, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Маджлиса Иваном Фуршановым публично предложил Казахстану экспертную и юридическую поддержку при работе над новой редакцией Конституции. Он заявил, что Беларусь будет готова подсказать и помочь в этом процессе. Как вы воспринимаете такого рода заявления? И считаете ли вы, что это просто, скажем, дипломатическая вежливость и обмен, скажем, комплиментами между партнерами, или же это что-то иное? Ну, вы знаете, я не знаю, что происходит в голове у Лукашенко. Он может говорить все, что угодно. Может быть, он видит в этом особую мудрость, или, может быть, у него какой-то многослойный троллинг, исходя из его понимания ситуации или его субъективных оценок. Он имеет право предлагать такое, но, конечно, мы все прекрасно понимаем, что это внутреннее дело Казахстана, это не имеет никакого отношения к Беларуси. Никакая помощь Беларуси нам не нужна, мы справимся абсолютно без него, и никакого вмешательства мы не допустим. И поэтому непосредственно профессиональное, деятельное, активное участие белорусских специалистов, да и вообще кого бы то ни было, в строительстве нашей Конституции нам абсолютно не нужно, и оно принято не будет. А если мы сейчас, скажем, перейдем сейчас от внешних факторов уже к тому, как перестраивается сама система изнутри, и сузимся до устройства власти, какие 2-3 нормы проекта, на ваш взгляд, действительно меняют систему и, скажем, перераспределяют полномочия, вводят новые механизмы контроля, ограничивают возможность злоупотреблений? О каких конкретно статьях или решениях вы бы сказали, вот, это принципиальное отличие от действующей модели? Нет, если мы рассматриваем с самыми общими мазками, то никакого принципиального отличия здесь нет. Это сильная президентская республика, в которой президент играет центральную роль, а большинство ниточек сводится к нему. Вот как, я не знаю, вы все, наверное, смотрели сериал «Локи», и в конце Локи стягивает в себе все эти нити времени, да? И вот у нас именно в таком положении институт президента находится сейчас и будет находиться в будущем, потому что президент имеет отношение к назначению почти всех представителей исполнительной власти, имеет отношение к увольнению почти всех представителей исполнительной власти по всей стране, включая акимов. Поэтому принципиальная модель заключается в следующем, что политический сигнал волевой на исполнение какого-то плана, он будет исходить от президента. И вопрос в том, что по какой схеме он дойдет до конечных этих электротранзисторов, да? Вот по этому проводку или по этому проводку. Но это уже менее принципиально. Системного перераспределения центра тяжести не происходит. Это даже при, скажем, транзите с... Я вот сейчас скажу, есть одна, давайте я все-таки добавлю, есть одна статья, которая все-таки меняется и которая является принципиальной. У нас по действующей Конституции модель досиживания срока до конца. И если президент отрешается или по любой причине теряет свою должность, тот, кто на конституционной лестнице стоит после него, занимает его должность, он имеет право досидеть его мандат до конца. Пусть это 6,5 лет или 3 дня, но он досидит этот мандат до конца. Новая Конституция – это американская модель. Новая Конституция принимает российскую модель, по которой после того, как президент отрешается, в течение недели назначаются выборы, и через 2 месяца они должны пройти. То есть никто не может досиживать чужой мандат, он обязан обзавестись своим собственным через всенародные выборы. И это на самом деле вот одно из самых важных преобразований в Конституции, потому что она меняет, конечно, расклады, потому что
Ну, вот фигура, которая стоит на лестнице после президента, она может иметь разный политический вес, внутриполитический вес. И это, конечно, тем более, что президент фактически определяет, кто будет вице-президентом. И эта фигура может быть очень сильной, эта фигура может быть среднего уровня, она может быть послабее. Но вопрос в том, что если президент уходит через 2 года после своего избрания, и впереди 5 лет, за 5 лет любой человек в нашей системе может консолидировать власть и затем переизбраться. Но сейчас необходимо сразу проводить выборы, и тогда этому человеку общество, да и члены его собственной политической группировки, партноменклатуры могут бросить вызов, и тогда это более гибкая система. Но это главное изменение, которое произошло. Ну, давайте сейчас перейдем к раскладу на уровне элит. Если смотреть на новую конституцию, то не только, скажем, через формальные ветви власти, но и через призму политической верхушки. Как, на ваш взгляд, предполагаемая реформа может повлиять на расклад влияния между ключевыми группами и игроками в системе? И можно ли говорить о каком-то новом балансе, или это скорее юридическое оформление уже сложившейся конфигурации? Внутри правящей группировки, да, вот такая вот, да, баланс может измениться, потому что, конечно, человек, который станет вице-президентом, станет намного более влиятельной фигурой. И потому что он, согласно Конституции, будет представителем президента по широкому кругу вопросов, он будет курировать парламент, он будет представлять его по международных делах, и он будет напрямую называться потенциальным преемником президента, на нем не будет балласта там, Верхней палаты парламента и так далее, и поэтому, конечно, он станет действительно очень влиятельной фигурой. В этом смысле, да, вот здесь все изменится. Все, что ниже, не сильно все изменится. Это было очень интересно. Это действительно, скажем, нововведение, новая должность вице-президента, и это было очень интересно от вас услышать это. То есть вы не считаете, что это более какая-то символическая должность, как, скажем, в других системах, президентских системах, как, скажем, в США? Ну, в Соединенных Штатах это не символическая должность. Дело в том, что на самом деле только за последние, скажем, 80 лет трижды вице-президент становился президентом, а за всю американскую историю, наверное, раз 6 или 7. Но за последние 80 лет трижды вице-президент становился президентом, и это становилось решающим в определении политики. Ну, к примеру, после того, как скончался Франклин Делано Рузвельт, президентом стал Гарри Трумэн, и этот Гарри Трумэн через 2 месяца принял решение о ядерной бомбардировке Японии. И мы не знаем, решился ли бы на это сам Рузвельт, может быть и нет. Может быть, он предпочел бы штурмовать или, наоборот, держать в осаде японские острова, а Трумэн бахнул бомбой. И это вот 2 различия. Допустим, когда у Билли Кеннеди президентом стал Линдон Джонсон, позже став сам президентом, он, допустим, запустил программу общества всеобщего там, благоденствия, запустил программу, допустим, Food Stamps, когда там несколько миллионов человек получили бесплатные купоны на питание, это в социальном смысле повлияло. И он же активизировал программу борьбы с сегрегацией. И он же принял решение о начале активной стадии войны во Вьетнаме, к примеру. Вот он вице-президент, да? Да, но как бы имеет ли он те админ-ресурсы во время, скажем, президентства и, скажем, того веса в принятии решений? Как вице-президенте? Да. Ну, мы должны понимать, что просто вы исходите из логики, что президент, который полностью имеет решающий голос относительно того, кто будет его вице-президентом, что он назначит какую-то марионетку, которая не даст никаких полномочий. Мне кажется, это нелогично. Мне кажется логичным, что президент назначит именно своего близкого доверенного соратника, которому будет доверять и который будет принимать участие в выработке решений. Потому что ни один человек не принимает решения абсолютно самостоятельно. Поэтому эта фигура будет, безусловно, значимая. То есть мы можем как бы определить его как тяжеловеса. Да. Еще, верно.
И здесь как бы неизбежно возникает такой вопрос, как вы думаете, нынешний глава государства, он досидит до конца своего срока? Или вы допускаете, что возможно более, скажем, ранний транзит власти, и с вашей точки зрения появление должности вице-президента, она как-то связана с подготовкой к такому сценарию? Нет, не обязательно. Если бы действующий президент хотел бы уйти и передать власть преемнику, он бы сделал бы так же, как его предшественник сделал это в 2019 году, то есть передал бы власть спикеру Сената. А если это возможно, зачем только ради этого все затевать? Он просто перестраивает систему под ту, которая ему нравится. Ему нравится там система вице-президентства, что человек там может заменять, и всегда и понятно. Это более определенная система, которая, наверное, на его взгляд, уменьшает вероятность возникновения конституционного кризиса. Вице-президент есть, к примеру, и в Азербайджане. И более того, там первый вице-президент – это супруга действующего президента Алиева. Поэтому, я думаю, что это соображение оптимизации политической системы, исторических соображений, нежели чем тактических. Вы упомянули преемничество и, скажем, парламента. Давайте поговорим немного о реформе парламента. Здесь, скажем, мы видим, что если говорим о новом Курултае, скажем, это будет однопалатный вид парламента и модели, то как, на ваш взгляд, изменится процесс принятия решений по сравнению с нынешней конструкцией, скажем, Мажилиса и Сената, то, что уже понятно, и что принципиально меняется во взаимодействии между парламентом и правительством в, скажем, инициировании законопроектов, в рассмотрении, в утверждении? Я могу сказать следующее, что, наверное, все-таки изменится, да, процедурно, потому что, когда двухпалатный парламент, закон заходит в Мажилис, потом он идет в Сенат, а в Сенате все равно, даже если в Сенате большинство представителей партии, большинства той же партии, которая имеет большинство в Мажилисе, тем не менее, у них структура иная. Там они избираются от местных партийных ячеек в областях, и когда они прибывают, у каждого свой отдельный мандат, и это завязано на председателя местного отдела партии, и в частности на Акима области. Да? Поэтому все равно они объединены каким-то общим партийным, и, может быть, они имеют связь с центральным аппаратом, но в Мажилисе это все же такая сплоченная фракция, которая пришла туда единым списком. И там есть, и в этом смысле у них есть какая-то неформальная иерархия между там более авторитетными или долгоиграющими, или старшими депутатами и новичками. В Сенате этого нету, и поэтому законы, рассматриваясь, они могут рассматриваться по-разному в Сенате и в Мажилисе. И Сенат, конечно, стремясь доказать свою субъектность, нередко вносит какие-то поправки, вступает в противоречие с Мажилисом. Поэтому вот такой путь этого документа. В однопалатном парламенте будет все по-другому. Это будут все только партийные, то есть это как Мажилис, без сдерживающего фактора, корректирующего фактора Сената. Но еще нужно понимать, что одномандатники чувствовали себя в этом созыве более свободно, там Базарбек, Бапи, все прочие. И здесь одномандатников не будет, будут только партии, то есть будет решать партийная воля, и, грубо говоря, решения могут приниматься на бюро Курултая, на совете руководителей партии. Это все еще зависит от расклада, если ни у кого не будет большинства. Если у какой-то партии будет партийное большинство, то есть больше 50%, то эта партия сама, а фактически руководитель ее партии, руководитель этой фракции сможет решать судьбу законопроектов. Вот так с политической точки зрения возникает разница. Одно из самых обсуждаемых новшеств – это, скажем, новый орган при президенте Халық кеңесі, Народный совет. Здесь есть такой вопрос. Насколько можно судить по тексту, его состав полностью формируется президентом. При этом у него появляется право законодательной инициативы. Как вы для себя объясняете политическую логику появления такого органа? Какую, скажем, задачу он призван решать? Как его назначаемый характер сочетается с идеей расширения представительства и консультаций? И как на практике должно, скажем, выглядеть его взаимодействие с парламентом? Я могу сказать, что не нужно переоценивать значение Халық кеңесі, потому что законодательная инициатива еще ничего не означает. Халық кеңесі может инициировать законопроект, а Мажилис просто может оставить ее без рассмотрения, эту законодательную инициативу. То есть Халық кеңесі не будет принимать никакие законы.
он будет выступать с инициативой, то говорить, давайте примем закон, вот мы хотим, предлагаем по этой теме принять закон, а принимает и рассматривает там Мажилис просто его, он Курултай просто отринет и все. Поэтому здесь Халкинис вторичен. Во-первых, во-вторых, это организация, как бы орган делиберативной демократии, где будет обсуждение, и с научной политологической точки зрения суть в том, что просто там будут люди, которые не связаны логикой политической борьбы, партийной дисциплины и необходимостью переизбираться, поэтому они будут более свободны в своем размышлении, с одной стороны, а с другой стороны, учитывая, что они назначаются президентом, они будут как бы двигаться в фарватере беспартийного президента, потому что президент у нас по закону беспартийный, и рассматривать вот такие вот вещи. Все, и в этом разница. Но я бы не стал сильно переоценивать пока еще значимость Халкиниса. Скажем ли мы, что это также зависит от какой фигурой будет управлять Халкинис? В том числе, но это, знаете, как только любая значимая фигура, перейдя в Халкинисы и уходя со всех других должностей, если она уйдет с других должностей, ее значимость подкорректируется тоже, поэтому это уже играет как бы меньшую роль. Тем более, что Халкинисы это будет орган не постоянного заседания, а это будет орган, который собирается раз в год, поэтому, понятно, его влияние будет намного меньше, чем влияние Курултая. Ну, в общем, спасибо большое, Газис Серикович. На этом я хотел бы передать уже слово зрителям и слушателям. Пишите в комментариях ваши вопросы, темы, которые вы хотели бы обсудить. Спасибо вам еще раз, Газис Серикович, и до новых встреч. До свидания.